Друзья, Александр Бублик, Саша, привет. Привет. Во-первых, хочу тебе сказать, что очень крутое промо. Давай. Казахстан. Да. Я думал, ты задумался. Расскажи, пожалуйста, ты вообще сразу принимаешь участие в таких историях, когда тебе предлагают? Я понимаю, что есть обязательные вещи, но мне кажется, вот с такой киношной точки зрения очень классно было снято, и ты был невероятно в этом органичен. Ой, слушайте, наверное, да. Я не говорю, что я на это не соглашаюсь обычно, просто когда мне прислали сценарий, да, и сказали, давай сделаем, давай попробуем. Это было снято условно на телефон, и мы вот не понимали, как это получится. И потом, когда мы с этой женщиной, она действительно, ну, то есть она работает в НТЦ, и она не очень боялась. Мы, наверное, минут 40 снимали вместо 15, потому что, я должен был еще, я же там вроде как немножко казахского языка показал, и да, получилось очень здорово, очень классно, и все очень довольны этим. Вот эта концовка была самая сложная, когда ты должен был на казахском говорить, потому что ты так прям уверенно все произнес, но, наверное, вот именно с точки зрения съемки это, наверное, далось тяжелее всего, нет? Или я ошибаюсь? Конечно, потому что я должен был интерактировать с человеком, да, у нас должен был быть диалог, и, конечно же, изначально она что-то говорила, я не понимал, как мне реагировать, что я не понимаю, мне становилось смешно, потом я что-то говорил, то есть я же должен был сказать Алматы, да, это получается в Алмате, и она смеялась, потому что у меня не получалось там ударение как-то правильно поставить. Потом интонация не получалась, потому что, по-русски это Алмата, да, получается, а по-казахски это в Алмате. То есть у меня получалась другая интонация, они говорили, нет, ты не должен как бы удивляться. В общем, там много разных ситуаций было. Но вообще сняли здорово, да, весело. Получилось, правда, реально классно. Мы даже у себя выложили, прям офигенно. Скажи, пожалуйста, а вот этот переезд турнира, как ты его оцениваешь? И с точки зрения вот игрока, где тебе комфортнее вообще выступать? Я прошу просто сравнить эти теннисные стадионы. В Алмате на том стадионе, на котором мы будем играть, я еще не был ни разу. Это вроде как новый, это вроде как переделанный то ли хоккейная арена, то ли баскетбольная, я точно не знаю. Я играл в Алмате еще очень давно, когда я играл еще Челленджер, это было, может, лет 6-7 назад. И тогда, конечно же, НТЦ в Астане во много раз превосходил корты, которые были в Алмате. Но посмотрим, что будет в этот раз. Все-таки это ATP, он крупный, и Алмата это как бы вторая столица, прошлая столица. И говорят, что там теннис любят больше, поэтому надо посмотреть. Расскажи, пожалуйста, про Азию. Вас здесь, конечно, обожают. Я даже не представляю, как вы между кортами проходите. Тут и болельщиков такое количество. И вот эти турниры в Азии, там в Пекине, да, в Шанхае, в Токио, они отличаются от, может быть, европейских по менталитету, по болельщикам, по организации? Мы, честно, вот в Шанхае первый раз. Конечно, очень сильно. И самое главное, что иногда ты даже не ожидаешь. То есть, допустим, я в Шанхае последний раз играл в 2019 году. Когда я там, может быть, стоял там где-то 55-60, то есть я еще, вроде как даже квал играл, и меня не было в Азии с того времени, то есть я играл один турнир за все это время, я сыграл в прошлом году Ченду один раз, и я приехал, и получается, что я абсолютно, трезво оцениваю себя, трезво оцениваю свои как бы какие-то возможности сбора трибуны, да, и здесь как бы я абсолютно не ожидал, что, то есть мы вышли в первый день на тренировку, как обычно, за 7 минут дойти до кортов, а я в итоге пришел на 20 минут позже, потому что, то есть, было столько народу, которых откуда-то мои фотографии, то есть они их распечатали, то есть здесь люди действительно любят теннис, они и любят не только там первых 3-4 5-6 игроков, да, а любят всех, и я замечаю, как там даже некоторые ребята, которых даже я не знаю, а в Китае их знают, фотографии развешивают. То есть это здорово, это очень важно для спорта, и, конечно, эти турниры оставляют очень приятный отпечаток, потому что ты видишь, насколько людям интересен спорт, насколько он развит здесь, насколько, как сильно нам этого не хватает, как это не хватает в наших странах, в постсоветском пространстве, где-то даже в Европе, в Европе в меньшей степени, конечно, все-таки Италия, Франция, они лидирующие в этом среди, наверное, европейских стран. Вот нет, это очень здорово, это очень вдохновляет продолжать играть в теннис и радовать болельщиков. Последний вопрос. Мы очень хотим тебя увидеть на Лейвер-капе. Вообще, мне кажется, что это такой прям твой формат, ты был бы тоже очень хорош в этом. Ты вообще как к выставочным турнирам относишься? И мне кажется, вот эта коммуникация вне, скажем так, корта с командой у тебя получилась бы на 100%. Давай как-нибудь сделаем, чтобы тебя туда переместить, в этот Лейвер-кап. По поводу Лейвер-капа, там, наверное, такая история, наверное, некоторая личностная, да, между там Джоном и мной, откуда-то взявшаяся, да, потому что он он не в курсе, что мир это не все, что начинается на А, и не везде, где говорят по-английски. Понятно. Просто мне правда кажется, что он думает, что Северная Америка, Южная Америка и Австралия, то есть вот у них по-английски разговаривают, и он думает, что это мир, потому что другого объяснения у меня нету.
Но есть как есть. Наверное, в этом году это было даже неудобно мне лететь. В следующем году это еще хуже. Это в Лос-Анджелесе, то есть это получается туда как бы летать обратно. Я вообще, в принципе, летать не особо люблю. Поэтому посмотрим, как будет. Но и плюс, конечно же, команда мира, на мой взгляд, мне подходит чуть-чуть меньше, чем команда Европы. Я бы лучше в команде Европы как-то поприятнее. Правда? Ну, Шелтон же, вы же кореша, все дела. Не, ну мы играем пару, но все-таки отжиматься, когда Тиафо будет бить закрытыми глазами, я не буду на корте. Ага. То есть, как бы, ну, все-таки... То есть там должен градус, да, так вот регулировать, я имею в виду, вот этого экзибишена? Это же американцы, они это все делают, как бы они не делают это, потому что они этого хотят, их так научили, им говорят, что так надо, то есть, как бы, я все-таки другой человек, и мне сложно было бы, наверное, бить себя в грудь и радоваться, когда там Тиафо что-то делает невероятное на корте, а потом мешает сопернику, они все смеются, всем весело, причем включая даже там 65-летнего Макенроя. То есть для них это нормально. Поэтому, наверное, я, может быть, когда-то сыграю, когда меня позовут, потому что пока как бы даже не было никаких предложений, мы даже ничего не обсуждали. Поэтому так. А как к выставочным турнирам отношусь прекрасно, я бы только их играл. Друзья, зовите Сашу Бублика, пожалуйста. Мы хотим смотреть. Саша, спасибо тебе большое. Спасибо. Всего хорошего.